Простая женщина по имени Натали была унижена, облита водой и жестоко вытолкана с вечера встречи выпускников в отеле «Марриотт» в Чикаго. Ее бывший парень и старые одноклассники разрывали ее на части смехом и кулаками, пока ее муж-миллиардер Виктор Грейсон не ворвался в зал, чтобы перевернуть их мир с ног на голову. Бальный зал сверкал роскошью, люстры, бокалы с шампанским, море блестящих платьев и дорогих костюмов, где витали старые воспоминания и новые хвастовства. Наталья вошла в зал в простом черном платье и балетках с каштановой косой и тихим благородным взглядом. Она была красива, глубокие карие глаза, спокойная грация, но никто этого не заметил. Для ее бывших одноклассников она все еще оставалась той неловкой девочкой, которой они когда-то смеялись в лицо. Они даже не подозревали, что она уже давно переписала свою судьбу и стала тем, кем им никогда не стать. Первым ее заметил Трэвис, бывший. Он облокотился на бар с пивом в руке и самодовольной ухмылкой. Светлые волосы зачесаны назад, все тот же наглый взгляд, в который она когда-то влюбилась. «Ну ничего себе, кто тут у нас?» — сказал он громко, чтобы все услышали. «Натали, черт побери, Харпер, до сих пор ни на что не годна, да?» Она замерла, ее улыбка дрогнула, но она не ответила злобой. «Привет, Трэвис», — мягко сказала она, пытаясь сохранить спокойствие. Он рассмеялся. Грубо, зло, громко. Толпа тут же собралась. «Что это на тебе? Дешево, скучно, ты и в постели такая же, и, похоже, все так же нищенка. Некоторые вещи не меняются, да?» Толпа зашлась в хохоте, словно снова был 1999 год. Клики старой школы собрались вокруг него, словно под гипнозом его яда. Но он не остановился на словах. Он подошел к Наталье вплотную, тыкнул пальцем в лицо, пахнул перегаром и сказал: «Ты — пустое место. Знаешь это?» Он взял стакан с водой и плеснул ей в лицо. Ледяная вода пропитала ее косу, стекала по щекам. «Вот теперь ты выглядишь так же жалко, как и есть на самом деле», — заорал он, смеясь. Келли радостно крикнула: «Меткий выстрел!» Наталья вздрогнула, вода жгла кожу, и толпа ревела от восторга. И тогда микрофон треснул от включения. И правда, которая последует, похоронит их всех. Наталья смотрела на них широко распахнутыми глазами, но не сорвалась. Она просто вытерла щеку, ее молчание стало щитом против их яда. Она не пришла сюда, чтобы кого-то впечатлить. Долго сомневалась, стоит ли вообще идти, но старая подруга Дженна уговорила. «Будет весело, увидимся со всеми». Она могла бы легко отказаться. Сейчас Натали, глава мощного инвестиционного фонда. Ее дни расписаны по минутам. Переговоры, совещания, сделки на миллиарды. Но ей захотелось ненадолго вернуться к простому, увидеть знакомые лица, без громких титулов и блеска. Ее богатство было честно заработано. Она прошла путь от брошенного колледжа до вершины делового мира. Никаких бриллиантов, дизайнерских лейблов, только скромность, как и раньше. Но стоило ей ступить в бальный зал, воздух словно сгустился, а прошлое хищно набросилось на нее. На этом все не закончилось. Келли, бывшая капитанша группы поддержки с платиновым каре и в облегающем красном платье, прошлась к ней, изогнувшись в издевательской походке. «О, милая, ты это у мамы взяла? Здесь, знаешь ли, неблаготворительный бал», — хмыкнула она и, хихикая, дернула Натали за косу. К ней тут же присоединились другие. «Серьезно, кто ее вообще пустил?» — проревел Брайан, бывший спортсмен, теперь продавец машин. «Спорю, она все еще живет в трейлере, пришла поесть на халяву». Смех пронесся по толпе, в глазах злорадство и веселье. Щеки Натали пылали от унижения, но она сжала сумочку и молча стояла, заставляя себя пережить это. Но Келли пошла дальше. Она выхватила сумку из рук Натали,
подняла ее как трофей. «Что тут у нас? Купоны? Продуктовые талоны?» Язвительно бросила она, распахнула молнию и вывалила содержимое на липкий пол. «Ключи, кошелек, телефон. Смотрите, ни черта ценного. Прямо как она сама», — усмехнулась Келли. Брайан ногой пнул кошелек так, что он отлетел к противоположной стене. «Наверняка пустой. Девочке же как-то надо питаться». Толпа заголосила. Кто-то начал пинать ее вещи, превращая это в игру. Наталья присела, с дрожащими руками начала собирать их, не спорила, не просила, просто подбирала остатки своей жизни под хохот, гудение и издевки. А Трэвис продолжал, словно кормился вниманием. «Помните, как она бегала за мной, словно потерянный щенок? Даже не могла меня удержать. Самая скучная постель в моей жизни». Он осклабился на Келли, которая захохотала. "I've prepared the blue room, the one with the best view of the garden," she said, leading Amara through hallways lined with priceless paintings and antique furniture. That evening, they dined in a grand room, lit by a sparkling chandelier. As dinner was served, Alexander shared his story. He was the son of a northern banker and a school teacher who had been an active abolitionist. He had inherited both his wealth and his convictions. When he moved to Riverbrook 15 years earlier, the townspeople had called him eccentric. Too rich to ignore, but too principled to understand. He had always been accepted enough not to be ostracized, but too different to ever be fully embraced. That tension lived in Alexander Maxwell's every word. "And what about you, Miss Wilson?" he asked, after describing his various businesses. "Your letters must have been impressive." For Harold to extend such a formal invitation, he rarely does anything without careful thought. Amara hesitated, but something in Alexander's direct, unembellished manner made her feel unexpectedly safe. "I was a teacher in Boston. I taught literature and history at a school for girls of color. When the school closed due to lack of funding, I realized I had to start over, somewhere new." What she didn't say was the real reason behind the letters. Her grandfather's unexpected inheritance, left by a man who had spent his entire life as a butler in a wealthy household, wasn't just money. It included carefully stored gold coins and documents, ancient land documents that, if valid, could change the fate of certain properties in Riverbrook. She had hidden them in a false bottom of her trunk. In the days that followed, Alexander gave her a rare gift, space, no prying questions, no veiled judgments, just freedom to think. The mansion's vast library became her haven. She immersed herself in the local history, geography, and especially the laws that governed land ownership in the region. Whenever someone asked what she was researching, she would smile gently. "Just broadening my horizons." A week into her stay, news of her presence had rippled through Riverbrook. Curious visitors began to trickle, then pour into the Maxwell estate. Merchants' wives, the Reverend, even the mayor's cousin, all suddenly remembering important matters to discuss with Alexander. "Just look at that," he muttered during afternoon tea after one such delegation left. "You've become the local attraction without ever stepping foot in town." Amara sipped delicately from her porcelain cup, her eyes cool. "I've always been an attraction, Mr. Maxwell. The only difference now is the teacup." Then, one afternoon, Harold Pierce arrived unannounced, hat in hand, face stiff with feigned concern. "Maxwell," he said with forced cordiality, "I just came to check on Miss Wilson, to see that she's comfortable." "Delighted," Alexander said, his tone dry. "But why not ask her yourself?" Harold turned as Amara entered the room. Gone was the tired, humiliated woman from the train station. She wore a beautifully altered dress from Mrs. Foster's careful hand. Her back was straight, her gaze was steady.
She'd become what Harold had never imagined, a woman entirely beyond his reach. "Mr. Pierce," she said coolly. What an unexpected surprise. "Miss Wilson," Harold said, nervously twisting his hat. "I came because, well, the community is concerned." "How kind of them," she replied flatly. "About your situation," he added quickly, glancing at Alexander. "It's not proper, you see, for an unmarried woman to live in the house of an unmarried man, especially when she's black," Alexander finished, his voice dangerously calm. "Go ahead, Pierce. Finish the sentence." Harold swallowed. "The church committee, they're organizing a collection to help her return to Boston." Amara smiled, but there was no warmth in it. "How generous," she said, "but I'm afraid my plans have changed. I intend to remain in Riverbrook indefinitely." Harold's eyes widened. That's impossible. You don't know anyone here. You have no job, no family." "I have a job," Amara replied smoothly. "Mr. Maxwell has offered me a position." "I'll be the librarian," Amara said simply. "Apparently, generations of Maxwells have accumulated books without ever organizing them." Harold blinked in disbelief. "You can't be serious." Alexander's response was unwavering. "I've never been more serious. Miss Wilson is educated and capable. My library has never been in better hands." What Harold didn't know, what almost no one realized, was the real significance of that position. The Maxwell Library held far more than novels and classics. It contained land records, legal filings, and the full documented history of Riverbrook, pages many powerful families would rather remain forgotten. As Harold left, defeated and seething, Alexander watched from the window,